Здравствуйте, друзья! С вами Дмитрий. И сегодня хорошая погода. В московском регионе началось лето, можно сказать, начало августа. Завтра день ВДВ. Ну, вроде как установилась хорошая погода. И сегодня я хочу напомнить вам, рассказать, кто не знает, о том, как содержать свои резиновые детали в машине в красивом виде. Почему я вдруг вспомнил об этом? Потому что я работаю сейчас в шинной компании, и у нас периодически бывают выставки, мы в них участвуем. И как приготовить шины, чтобы они красиво стояли на выставке, чтобы, как говорится, у посетителей выставки на это дело ложился глаз или вставал интерес к шинам. Они должны хорошо выглядеть, они должны быть чистые, блестеть, ну и выглядеть на все 100%. Есть множество разных способов. Самый быстрый — это натереть их кока-колой. Вот, они будут красиво смотреться. Но единственное, для выставки это нормально, а для дороги это не очень хорошо, потому что все это, все-таки там есть сахар, вот, к нему все это липнет. Особенно если вы живете в городе, там соседи выходят с собаками гулять, собаки нюхают это дело, писают сразу на эти колеса, на вкусно пахнущие. Вот. Ну, не знаю почему, с чем это связано, но замечена вот такая вот штука. Некоторые пивом смазывают это дело, некоторые внутрь колеса трут пивом. Ну, все это не очень эстетично, не очень хорошо. Вот. Ну, как бы я сегодня предложу самый тоже простой способ, как это делать. Есть в аптеке такая штука, которую мы недавно использовали, называется глицерин. Вот такая вот эта штука, тюбик. Обычно там наливают в нем либо, вот как у меня, 25 грамм, либо 40 грамм. Ну, неважно. Стоит это, как видите, 32 рубля. Все, 8 рублей тюбик стоит. Вот. Все это делается очень просто. То есть это разбавляется 1 к 1 или там 1 к 2 с водой, с самой обычной водой. Пшикается, растирается, и получается очень красивое резиновое изделие. Вот. Сейчас я покажу, как и зачем. Итак, как это все происходит. Так, если 25 грамм, значит здесь у меня примерно 100 грамм. Здесь у меня примерно 200 грамм. То есть где-то разбавляем 1 к 2. Итак, первый флакончик. Видите, какая получилась жидкость. Сейчас мы запшикаем детальки наши и разотрем губочкой, самой обычной для посуды губочкой. Итак, давайте попробуем. Итак, помимо резиновых изделий, можно также глицерином обрабатывать и пластик разнообразный. Можно, конечно, что-нибудь еще, какой-нибудь запах туда капнуть, эфирное масло, чтобы лучше пахло. Как говорится, хотите продать машину дороже, обработайте все резиновые и пластиковые детали нашим составом. Потратьте на это 50 рублей, и машина будет блестеть, и сможете ее представить во всем своем лучшем свете.
Ведь самое главное, помните, что когда вы продаете машину, для вас эта машина старая, а для вашего покупателя эта машина новая. Поэтому она должна выглядеть идеально. Вот. Делайте людям подарки, добро. Тем более так дешево это стоит. Сейчас уже темнеет, и машину я, вот видите, помыл. Вот, колеса еще мокрые, не могу я сейчас еще тереть. Вот, ну, чуть попозже, сейчас она обсохнет чуть-чуть. Я все натру, покажу вам, и завтра с утра все это высохнет, и вместе посмотрим, как это все выглядит. Ну вот примерно как-то так. Уже, конечно, вечереет. Сейчас я все обработаю уже в потьмах. И завтра с утра, перед выездом на работу, я вам покажу, что из этого получилось. Вот так вот зато выглядят коврики. Прям идеально. Смотрите, как все блестит. Были серые, невзрачные, некрасивые. Это сейчас очень даже красиво все смотрится. Прям огонь. Ух, огонь. Пластиковые детальки тоже можно обрабатывать нашим составом. Обрабатывать можно и пластиковые детальки. Вот как вот здесь вот. Ну, точно так же растерли, протерли. И будет такой небольшой эффект.
красивый. Сейчас на солнышке подсохнет, будет сразу видно. Так, ну вот как-то так. Ручки еще красивенько помазать. Ну, в принципе, то же самое, что и с силиконовой смазкой. Ну, силиконовая смазка, она дороже. Вот, а это все очень дешево. 32 рубля я потратил на все это. И у меня еще остался флакон. Даже половину, видите, не использовал. Так что, ну, собственно, нам решать, как это будет все выглядеть. А на этом все. Спасибо, что смотрите. Пока-пока. Дальше я расскажу, каким способом нарисовать красивые буквы на шинах.